Uh, Thank you everyone for listening to my do this work. The Mr. Su, due to his visa problem, he could not get the visa, so he cannot do the work by himself. So today I will assist him to finish his job here. Хотел бы поблагодарить всех за внимание, за то, что собрались послушать о нашей работе в Китае. И в первую очередь хотел бы извиниться за своего старшего коллегу. Он не приехал по уважительной причине, не смог получить визу. Но я представлю его презентацию. Mr. Su is a doctor. He focuses on the material for the all kinds of which can be produced AC block and the final products, like application, the motor. Доктор Су, который не приехал, является доктором наук в области строительных материалов и их применения, а также растворов. And this is Kevin Yang from Kitае САСА. А меня зовут не доктор Юфэнг, который упомянут на слайде, а Кевин Янг. Я менеджер этой компании. Okay. So today I will according to three points. The first point is about history of AAC in China. Мой доклад будет состоять из нескольких тем. Сначала я расскажу об истории производства автоклавного газобетона в Китае. The second point is about China national standard and industry standard. Затем расскажу о национальных стандартах, о ГОСТах Китая и о стандартах в промышленности. Third part is about the application case share. А потом расскажу о различных случаях, примерах применения. This is the first application in China in 1930. Вот первое применение АГБ в Китае, оно произошло еще в 1930 году. This building now around 90 years. Этому зданию уже почти 90 лет. Yes, already still with very good quality, with good conditions. И оно до сих пор, по оценке комитета, находится в очень хорошем состоянии. In this year, this is just a single building, but till now widely used in a lot of city, in a lot of residency, office, shopping center, like and so on. Когда-то это было единственное здание Китая, а теперь АГБ весьма часто используется при строительстве жилья, офисных помещений, гостиниц, чего угодно. This is the first AC plant in China. It's an import plant from Sibrix. Вот первый завод в Пекине. Оборудование было импортным от компании Siporex. Capacity is 200,000 cubic meter per year. А мощность была небольшой, 200 тысяч кубометров в год. This is the second plant in 1983. Второй завод был построен в 1983 году. From Poland, Unipol technology. Мы заимствовали технологию Unipol из Польши. This is a hybrid technology. А вот технология Hebel, которая была использована в 80-м году. In 1980. From Romania. Технология к нам приехала из Румынии. It's 1985. Satima from Germany. Продолжалось строительство новых заводов и закупка нового оборудования в 1985 году из Германии, фирма Stema. The plant capacity start from around 120 cubic meter per day. И начали мы с производства где-то 120 кубометров в день. Вот такая была мощность поначалу. The plant was adjust, then increase later. Ну, потом мы увеличили производство. Here is for Eton, Wilhelm, Hurton, and accurate import plant in China.
А вот как бы по годам схема закупки импортного оборудования для производства АГБ в Китае. The first plant is first Yitong plant is 1997 years. This plant already closed И есть заводы, которые уже закрылись к нашему времени. because this plant located in Shanghai, the biggest city in China, and this factory located in nearby very important river. That's why water protection so close the factory. Завод в Шанхае, достаточно знаменитый, пришлось закрыть из-за того, что он здорово загрязнял воды. And the left three Yitong company was purchased by the China, the largest AC supplier, who has 15 plants in China. И происходит слияние, поглощение, как, например, последние три упомянутых завода были куплены компании, у которой 13 таких производств. This is a Hutton project. Вот проект Хэттон, завод Хэттон. Weilhan Kaiyuan. Это использование технологии Верхан в провинции Кайюань или Ханчжоу. Yes, Hangzhou just 200 kilometers from Shanghai. Это где-то в 200 километрах от города Шанхай. This information showed that China domestic marketing, domestic machinery technology start from 1970. Начиная с 70-х годов Китай не только закупает импортное оборудование, но и начинает разработку собственного оборудования, сделанного по китайской технологии. And the China machinery supplier developed two technology. One is we call Kongfan, means turning in the air. И было два типа технологии. Одно называется китайским словом «конфан», это значит переворот в воздухе. Like Yitong. Это компания Yutong. And another type is we call name is Difan, means turning on the ground, like just like Weilhan. Другая технология называется по-китайски «поворот на земле», верхан. Это как технология верхан, собственно. Yeah, from 1970 till to now, just around 50 years, the plant from the first plant increased to more than 2,000 plants in China. И с 70-х годов количество производства в Китае продолжало расти. This is some machine case technologies. Вот различные виды оборудования и типы резки, резательных машин. Start from 1970, there's 13 plants. Some machinery already start export to Indonesia, Vietnam, and one plant to Russia. И начали мы это вот производство и совершенствование своего оборудования с 70-х годов. И теперь помимо 13 заводов в Китае, которые работают по собственной технологии, мы уже и экспортируем оборудование. В частности, наше оборудование работает в Индонезии, Вьетнаме и есть одно производство в России. And this type also is made in China. It's almost copied the mold type from the Hebei. Это китайское оборудование, но это, в принципе, копия машины Hebel. The cutting wheel was pre-set in the mold, then pull out to cut the cake. Здесь проволока для резки не сверху вниз резала, а она предварительно укладывалась внизу, а потом поднималась вверх и резала. This is a new start in 1997. This air tilting. А вот новая технология поворот в воздухе, которая получила свое развитие с 1997 года. Now it's the latest technology in China, opted by 2009.
Это самая современная технология в Китае. Now the China machinery is just molded like this, and the control system can be one person or two persons sitting in office to control the whole running machine. Поворотный механизм оборудован замками безопасности, и для того, чтобы действовало это оборудование, достаточно одного-двух операторов, которые находятся не непосредственно возле оборудования, а сидят за пультами управления. There's some modern factories. Вот наши современные заводы. This shows us about the capacity and the total plant increasing during the time. Здесь вы видите, как росло и количество производств, и мощность каждого из этих производств, и, соответственно, общая мощность. Till now, China not complete calculate is around 2,300, but we think more than 3,000 plants running in the marketing. И вы знаете, здесь написано 2018 год, результат, количество заводов 2300. Но мне кажется, эти цифры не совсем верны и не окончательны. Не все производства были учтены. По моему мнению, таких производств в Китае более 3000. And last year, the marketing sold around 125 million cubic meter. И что касается цифр, за прошлый год цифра была 125 миллионов кубометров. This is China national map. Это карта Китая. Yes, the Chinese means different. Chinese name means different province. И плотность населения в Китае неравномерная. The number means how many plants are there in this location. А здесь мы видим цифры, не только иероглифы. Так вот, цифры указывают на количество производств в той или иной провинции Китая. And Taiwan in last year set up one more plant. И на Тайване в прошлом году было открыто еще одно производство. This showed the fourth zone is described as the import line. А здесь мы видим уровень нашего оборудования, сколько его импортного. Первая колонка – это импортные линии, их количество, мощность и производительность. Here is for in China domestic machinery supplier high level machinery average. Это линии с китайским оборудованием. This is the third level of the machinery, the running plant share. Это китайское оборудование более новое. This is a lower quality and not very good factory the percentage. И, наконец, последняя колонка – это отстающее, достаточно устаревшим оборудованием линии. Здесь тоже упомянуты. Now is some new plant running, some modern factories. Появляются все новые, все более совершенные, современные заводы. The modern design for whole plant. И они буквально строятся с нуля, с гринфилда, так что все там современное. Nowadays in China, the AAC factory, the design and the management, some top level, just like a food factory with very good management. Сейчас управление на этих заводах самое современное и требования самые строгие, буквально как на предприятиях по производству продуктов питания. Some export project. А это наши экспортные проекты. This is in Vietnam. Это наша линия, которая работает во Вьетнаме. It's in Indonesia. Это производство в Индонезии. In China, the raw material two raw materials, sand and flash. Мы используем два вида сырья. Это песок и зола. Flash as a raw material around 70
to 75%. Большей частью используется зола унос. Это где-то 70-75% сырья. Because China have lots of power plants, there are huge quantity about flares. Дело в том, что в Китае очень много ТЭЦ, которые работают на угле, поэтому золы хватает. And we widely analysis and researching. There are around 100 different kinds of raw material can be produced AAC. Но мы продолжаем наши научные исследования, и помимо золы существует где-то примерно 100 различных видов сырья, которые мы можем использовать помимо ее. Yeah, because the flares very cheap, the sand is more expensive. Пока в основном это зола-улет, потому что она очень дешева в Китае. Песок гораздо дороже. In China, we call this is a recycle economic because use the wastage to recycle to the new raw material. Кроме того, это положительно сказывается на экологии Китая. Мы используем, собственно говоря, отходы, золоулет, перерабатываем ее и производим из нее новые материалы. In China, same situation like Russia, as I saw just now. There are different kinds of raw material. В Китае ситуация такая же, как и в России, насколько я понял из ваших презентаций. Есть некоторое разнообразие в области сырья. For the clay bricks, concrete bricks, and sand lime bricks, there is some rule. If the floor less than 6 floor, it can be used all of this material. У нас есть некоторые правила, что касается керамического кирпича, бетонных блоков и силикатного кирпича. Их можно использовать в зданиях высотой до 6 этажей. If the building more than 6 floors, then they must use a lightweight raw material. The most popular is AAC block. И если высота здания превышает 6 этажей, то необходимо использовать облегченные материалы. И, конечно же, самым популярным является АГБ. And for some countryside, they use the clay bricks and the concrete bricks. Ну, а в сельской местности они до сих пор еще используют для невысоких зданий бетонные блоки и керамический кирпич. There's some standards about the national standard about the raw material, the level, and some standards about the bricks, blocks, quantity level. В стране, и это изображено на слайде, существуют различные стандарты и нормы, как по поводу плотности, так и по поводу используемого сырья и методов производства. This is the national the standard code. А это цифры вы видите, это коды национальных государственных стандартов. This is some standard about the cutting error. Бывают резкие дефекты происходят, и в этой области у нас тоже есть стандарты, насколько велики могут быть отклонения, повреждения. As we see, the national standard not so high, but the national standard is just a start. We have the industry standard and the company standard. Как вы видите, эти национальные стандарты не очень-то строгие, не очень-то высокие, но помимо них существуют еще стандарты в промышленности и внутри компаний. This is strengths. Standard strengths. Здесь по прочности на этом слайде стандарты приведены. Density and strength level. А это по плотности, вы видите информацию. The BO3 means similar like Russia standard is DO3, DO4, DO5, but we call B. Ну, то, что у нас называется классом Б, в России это другое, просто используется деноминация D03, D05. For the latest news, the BO8, this already cancelled. We are not used anymore. И когда-то у нас был стандарт, который назывался B08, его мы уже больше не используем, он устарел. This is a shrinkage, freezing through cycle, and coefficient of conductivity. Здесь мы видим нормы по усадке, морозостойкости и по теплопроводности. This is a panel standard
Здесь стандарты, которые применяются для панелей, for the damage requirements and for the crack and some others. то есть трещин их не должно быть каверн и дырок и углублений, и углы повреждений ребер есть некоторые ограничения в этой области. Around 3 years back, in China marketing, the panel production line increased huge. Every year, around 80 to 100 plants set it up. И несколько лет назад в Китае резко увеличилось производство панелей. За каждый год следующий появлялось где-то по 80-100 новых производств. It's complete panel plant. Вот такое большое количество заводов по производству АГБ панелей. This thanks for the government policy, because government increase the building, encourage the building to set up the pre-concrete, all the part just assembling at the site, very clean, very safety and fast. Это благодаря государственной политике, которая с целью ускорения строительства ратует за устройство, за производство сборных домов, панельных домов. Они просто собираются на месте из заранее приготовленных панелей. This falls so the standard about the protection part from the steel, reinforcement to the top, the bottom. Стандарты по толщине защитного слоя, чтобы арматура не торчала. Which way to show how to test the strength of the panel. Это то, как мы проводим механические испытания, проверяя прочность наших панелей. From this to here and some more. Здесь я немножко пропущу. It's for show the some drawing like this. Здесь стандарты по толщине раствора при соединении. In China now the AC factory they are not simply supply the AC block or AC panel. Сейчас в Китае заводы по производству АГБ не просто являются поставщиками панелей. Lots of customers they can make a design about the building. Они помогают целиком клиентам и буквально могут сделать проект целого здания со всеми указаниями. They can easily calculate in each pieces of the wall how many blocks needed, how many pieces of panel needed. И они могут посчитать для заказчика, сколько ему нужно блоков, сколько панелей, сколько раствора и так далее. They start for give the whole system, whole solution, not only material. То есть предоставляют услугу под ключ. And all the part, how to do the installation, application, connect part. Кроме того, они предоставляют услуги, консультации в области установки, строительства из их материалов. They supply this kind of joint to the builders also. Если нужны какие-то соединительные материалы, дополнительные колонны, это тоже поставляется заказчику. This is special motor. Здесь спецификация по раствору. In China, we have two types of motor. One is a traditional type, one is a dry motor. У нас в Китае используются два вида раствора: традиционный и современный. And for application, this type dry motor is the best thing to compare with block and panel. И современный гораздо лучше для соединения наших блоков и панелей. China, just like Russia, is all two countries very big, but China application more complex. Как и Россия, Китай находятся в очень разных климатических зонах, что делает более сложным применение материалов. We have some part is freezing part, some is cold,
some is warmer, some is hot. Есть у zone. нас 4 климатические зоны, которые мы обозначаем как очень холодная, просто холодная, относительно теплые и тропический климат. So for the application more difficult and more complex. Что делает применение, соответственно, более сложным и разнообразным. For the application, the China AC supplier, they also also have the team to guiding the customer how to do the installation work. Когда мы поставляем наши материалы, то обычно они приезжают вместе с нашей командой, которая показывает и объясняет заказчику, как делать изоляцию и установку. So for one company, they have the motor business, AC business, and the guiding team to teach them how to application. Так что помогают и дизайнеры, проектировщики, инженеры, установщики. Все делается в интересах заказчика. One company use 3-way earn money. Вот таким образом мы на самом деле за деньги заказчика предоставляем ему целый пакет услуг. This photo just some big building, tall building, applications, the AC block and the AC panel inside. А вот то, чем мы гордимся, это здание в Шанхае высотой почти 500 метров. И там используются и АГБ-панели, и блоки для внутренних стен. Some other building. Вот еще примеры использования наших материалов. AC block and AC panel widely used. Блоки и панели из АГБ весьма широко используются в Китае. This is a panel application. Вот применение панелей. Спасибо. На этом закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, у нас не так много времени, но давайте, может быть, какие-то короткие вопросы, если есть, к докладчику. Не часто они к нам приезжают. Questions to the speaker, perhaps? Yeah. Сейчас, секундочку, я к вам подойду. Скажите, пожалуйста, а использование раствора толщиной 10 мм – это культура, да, или это с чем связано? You use mortar with a thickness of 10 millimeters. Is this explained by tradition? Why 10 millimeters? 10 millimeter. Joint thickness. Joint part. This is traditional type. Это традиционный такой шов у нас. The joint motor just 2 to 3. А когда мы используем сухой раствор, то вот этот современный шов тоньше, 2-3 миллиметра. Еще вопросы? More questions? Вопрос по поводу применения полиэтановых технологий, полиэтанового клея. То есть мы сейчас вот затронули вопрос о том, что применяется стандартный сухой клей, а применяют ли в Китае полиэтановый клей? You've said that you do use dry mortar, but do you use that glue made of polyurethane? Polyurethane. Yeah. Yes. Да, используется. Yes, we use. Используется. And the glass glass raw material and the nets to cover the joint parts. И кроме того, мы используем сетку из стекловолокна на поверхность. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Да. Мы упустили у англичан очень важный момент – сейсмический пояс. When talking to the UK representative, Сейсмические пояса в Китае. Климатические мы знаем, нет, сейсмические. Мне интересует we сейсмические. forgot to ask about the seismic conditions. Наверное, какие-то специальные We требования know к этому. that you have different climate zones in China, but you also have the danger of earthquakes. Yes. Any special requirements in this regard? For the earthquake. Actually, for the earthquake, especially for connect part. Ну, что касается землетрясений, то здесь важным моментом являются соединительные элементы. For example, here is a column, a beam. Вот, например, здесь идет балка, колонна. For this two-part connect part, we'll connect some steel plate. И здесь используется специальный крепеж.
And for panel, в сейсмических зонах. if Что касается панелей the самих, panel вот панель. in this point and this point На just connect. этой и этой точке здесь просто присоединение. It can be, if earthquake happen, it can be И like если this. будет землетрясение, то панель будет спокойно гулять. So this is special design for application. Это специальный вид крепления для сейсмических зон. Здесь-то, наверное, больше вопрос по требованию к блокам, еще к изделиям. Какие. No, the question is regarding the requirements to the very AAC blocks. What should it be its strength? Strengths По прочности. the strengths, there are two standards. One Есть is два стандарта inner wall, one is для outside wall. внутренних и внешних стен. Inner wall normally we use the strength is less than 3.5, 2.5 to 3.5 MPa. 2,5 примерно MPa. Это для внутренних стен и перекрытия. And density BO5. 0,5 плотность. Да, это понятно. Я That's имел в clear, виду, but I meant a different thing. в России у нас 5 баллов, 6 баллов, 8 баллов, 9 баллов. The Регионы разделены. В earthquake Китае есть strength. разделены какие-то стандартные... Earthquake I mean, strength. in Russia, Сколько we баллов? have areas where you can expect earthquakes of different power, like score 5, score 6, score 9 of an earthquake, to be expected in this or that area. How many scores, how strong are the earthquakes that are probable in China? Oh, this is new for me. Вы знаете, я в I этом think не эксперт. Yes, some standards. Думаю, что какие-то стандарты, конечно же, в этой области существуют. Yeah, because you can't design a building without knowing that. Yes. Да, конечно, но это не моя область. Хорошо. Хорошо, Окей. я думаю, мы на этом закончим. Поблагодарим нашего Thank you. докладчика. Спасибо.